Я напомню вам, как встретиться со мной и как попасть в мою школу мистерий. Я есмь Майтрея, пришедший к вам вновь через этого посланника. Я есмь пришел для насущной необходимости дать наставление и обучение и понимание. Ваше сознание требует постоянной шлифовки. Вы нуждаетесь в ежедневном поливе вашего сознания нашей энергией и нашей мудростью. Тысячи и миллионы лет вы получаете мудрость из божественного источника. Бывают в ваших жизнях периоды, когда вы лишаете себя доступа к мудрости небес. И в этом случае очень печально наблюдать за тем, как вы блуждаете по лесу заблуждений и не находите успокоения и пристанища. Очень многие из моих учеников, даже вкусив плоды учения и мудрости, по каким-то причинам покинули мои классы и не пожелали посещать мои занятия. Мне очень жаль. Мне искренне жаль. Но я также искренне надеюсь, что пройдет какое-то время, и мои ученики вернутся. Я люблю всех моих учеников. И нет ничего в вашем мире, что могло бы сравниться по силе и мощи с мощью моей любви. Многие не понимают, что те испытания и тесты, которые я даю моим ученикам, и которые кажутся им очень жестокими и невыносимо тяжелыми, я даю из чувства безграничной любви к душам этих индивидуумов. Я даю тесты на те качества, которые нуждаются в вашей проработке, на те качества, с которыми вы должны работать прежде всего, и на которые вы должны обратить ваше внимание. К сожалению, получается так, что эти ваши качества, когда вам напоминаешь о них, являются как раз теми вашими качествами, которые представляют собой самые большие ваши недостатки и к которым вы более всего привязаны. Поэтому мои тесты для вас столь болезненны. И вы покидаете путь посвящений и уходите для блужданий по лесу невежества и страданий. Многие возвращаются ко мне по многу раз за одну жизнь и из жизни в жизнь, и потом опять покидают мои классы. Необходимо безмерное терпение, чтобы работать со многими упрямыми учениками. И только то чувство любви, которое я испытываю к душам этих индивидуумов, позволяет мне вновь и вновь принимать их в свою школу и проводить с ними занятия, и давать знания,
и проводить обучение. Я пришел, чтобы дать вам наставление для обретения качества, которое наиболее важно и в котором вы наиболее всего нуждаетесь. Ваш ум очень подвижен, и вы не можете долгое время сосредотачиваться на одном предмете. Вы находите новое учение или новую книгу. Вы увлекаетесь поначалу и проявляете интерес. Но проходит какое-то время, и ваше устремление гаснет. Искра устремленности потухает, так и не разгоревшись. Почему это происходит? Вам необходима дисциплина ученика. Если вы не будете преодолевать ваш непоседливый ум каждый день, то ваш плотский ум полностью овладеет вами, и вы перестанете быть хозяином своей собственной судьбы. Ваш суетный ум будет подкидывать вам каждый день все новые и новые учения, знания, информацию, развлечения, и вы будете хвататься то за одно, то за другое, то за третье. Больно наблюдать, как многие из вас всю свою жизнь бегают из одного учения в другое, хватаются то за одну книгу, то за другую, проявляют интерес то к одному учителю, то к другому. Вас носит, как будто ветром по жизни. И все из-за того, что вам не хватает дисциплины вашего ума. Практически в каждом учении, к которому вас прибивает ветром, вы можете найти хотя бы одно зерно истины. Но у вас не хватает устремленности даже приложить незначительные усилия к нахождению этих зерен истины. И в конце концов, вы прибиваетесь к тому учителю и к тому учению, которые не требуют от вас никаких усилий. И вы получаете успокоение, что вы наконец-то нашли то, что искали. Вы забиваетесь, подобно тараканам, в щели и не желаете выходить на свет. И всему виной опять ваш ум, который в этом случае проявляет свое качество ленности и нежелания изменяться. Все мои ученики, которые покинули меня и мои занятия, блуждают между разными учениями и сектами, или забились в щели какой-либо религиозной группы или секты и не желают больше проявлять никакой инициативы, не желают никуда двигаться. В первом случае они пытаются найти успокоение для своей души, и это заставляет их бегать в поисках духовной панацеи по миру. Во втором случае они внушают себе мысль, что нашли панацею от всех своих бед, нашли истинное учение, и теперь их задача сидеть и ждать просветления.
Есть только один путь, который ведет вас обратной дорогой домой, в ваш настоящий мир, в вашу истинную реальность. И этот путь представляет собой путь избавления от вашего эго. И нет другого пути и другой возможности, чтобы вернуться домой. Однако Бог так все предусмотрел и так все устроил, что какой бы дорогой вы ни шли, вы все равно достигнете вашей цели. И сколько бы вы ни блуждали по дебрям леса заблуждений, вы все равно найдете выход и вернетесь домой. Исключения составляют разве что те души, которые упорно не желают следовать божественному закону. Но я веду сейчас речь не о них. Я пытаюсь достичь в этой беседе сознания моих учеников, которые посещали мои классы, проходили обучение под моим руководством, но предпочли уйти от трудностей и испытаний и искать более легкий путь. Но куда бы вы ни пошли и с чем бы вы ни столкнулись в вашей жизни, все обстоятельства будут складываться таким образом, что вам придется расстаться с вашим эго. Ваше существование в вашем мире автоматически притягивает к вам те ситуации, которые заставят вас расстаться с теми вашими качествами, на которые я вам указывал во время ваших тестов и испытаний, но с которыми вы не пожелали расстаться сразу и предпочли сбежать от посвящений и искать более легкий путь. Возлюбленные чело, вам некуда бежать. Вы не можете убежать никуда от той энергии, которая присутствует в вас, пока вы по своей свободной воле не предпочтете расстаться с этой энергией. Как бы вам этого ни хотелось, и каким бы это ни казалось вам болезненным и жестоким. Путь посвящений в моей школе более короток, но он и более болезнен. И только ваше эго и ваше чувство жалости к себе заставляют вас убегать от моих посвящений и избегать меня. Но я всегда готов взять вас обратно в мою школу мистерий. И если вы забыли за время блужданий по лесу невежества, то я напомню вам, как встретиться со мной и как попасть в мою школу. Учитывая требования времени, вам не нужно ехать ни в какую страну на край света, чтобы поступить в мою школу мистерий. Я приду к вам сам на ваш зов, в какой бы точке земного шара вы ни находились. Вам нужно только приготовить себя к моему присутствию. До тех пор, пока вы находитесь в окружении ваших человеческих мыслей и чувств, я не могу приблизиться к вам. Мне необходимо,
чтобы вы полностью отказались, хотя бы на незначительное время, от ваших мыслей и чувств. Мне необходимо, чтобы вы возвысили ваши вибрации до как можно более высокого уровня, который вам доступен. Я не могу быть там, где много людей. Я не могу быть там, где включены любые современные громкоговорящие приборы. Я не могу быть с вами, если вы заняты чем-то, что может отвлекать ваше внимание. Вы должны быть полностью сосредоточены на вашем сердце. И вы должны пребывать в полной тишине и гармонии. В этом состоянии вы можете сделать призыв и пригласить меня войти в ваш храм во имя «Я есмь то, что я есмь». И я приду к вам в ваше сердце и дам вам то наставление, в котором вы более всего нуждаетесь. И я дам вам то знание и то обучение, которые вам необходимы. Мои ученики знают мои вибрации, и мои ученики готовы ждать моего прихода много месяцев и много лет, прежде чем я сочту их состояние и их устремления пригодными для продолжения моего обучения. Я прихожу в этот мир через моих учеников. Поэтому я призываю тех моих учеников, кто блуждает по лесу заблуждений, остановиться и подумать, не наступил ли момент вернуться в мою школу мистерий и вновь сесть за парту. Я есмь Господь Майтрея, грядущий Будда.